Всем привет! Итак, мы продолжаем. Сегодня у нас тема углеводы и гликемический индекс. Очень важная тема. В дополнение к ней мы еще поговорим о клетчатке, пищеварении, ну и в целом о контроле веса. И здесь мы кое-что повторим, то, что уже было пройдено в предыдущих уроках. И вот на основании этого всего также мы дополним картину своего рациона. Как должно быть, что должно быть и почему, самое главное. И вы узнаете, что точно не должно быть. Но я думаю, все вы уже догадываетесь, что точно не должно быть, но почему-то привычки берут вверх, да, и мы не знаем, как с этим совладать. Да, и отсюда и результата нет, и опять же результата нет, и еще раз результата нет и не будет. Смотрите, все очень просто. Сейчас главное просто внимательно послушать и разобраться. Если нужно будет, еще раз записи пересмотреть и переслушать. Итак, давайте начнем с первой части. Про углеводы, сахар, гликемический индекс и все, что с этим связано. Это про сладкое, про мучное, как раз вот то, что мы все любим. Да, все когда-то ели, и продолжают есть без остановки с самого детства. Но это источник энергии, самый дешевый источник энергии, и ничего страшного в этом нет. Но есть нюансы, но мы обо всем по порядку. Смотрите, мы это уже обсуждали в самом первом нашем вебинаре. Основные нарушения в структуре современного питания. Чего-то больше, а чего-то меньше. Да? Мы видим, что в дефиците у большинства людей белок, полиненасыщенные жирные кислоты. Мы, кстати, о жирах говорили уже. Посмотрите видео. Витамины. Да, соответственно, рацион богат в принципе теми продуктами, которые содержат микроэлементы. Пищевые волокна, вот та самая клетчатка, о которой нужно сегодня поговорить и разобрать нормы, потому что все имеет свое какое-то значение для каждого человека. В принципе, что-то делится по составу тела, да, нормы, я имею в виду, что-то у нас общее идет. Вот как раз про клетчатку здесь и поговорим. Зачем нужна, почему важна, ну и вода. Люди не пьют воду, но зато у нас много сахара, да, сахар это вот как раз мучное, белый рис, картофель, пюре все мы любим тоже, макарошки, рожки, вот все полуфабрикаты, грубо говоря, все содержат сахар и так или иначе влияют на наш организм. Ну, про алкоголь это все вещи, я думаю, уже и не стоит проговаривать. Ну и ксенобиотики, вы вообще, наверное, многие не слышали такое слово ни разу. Это любые чуждые для организма вещества, порожденные в том числе хозяйственной деятельностью человека, способны нарушить течение биологических процессов. В общем, забудьте это слово. Но вы должны понимать, что, что этого у нас слишком много. Никуда не деться, но слишком много. Простые углеводы, о чем мы сегодня поговорим, и о сложных углеводах. Простые углеводы, все вы их видите. Зайдите в магазин, и практически везде вы увидите простые углеводы. Ну, я сказал, полуфабрикаты, вся выпечка, да, все сладости, конфеты, кондитерские изделия, хлеб, любой, в принципе. Все это простые углеводы. Даже если сейчас вам где-то пишут, что там э, цельнозерновой, там, поверьте мне, я общался с кондитерами, которые пекут хлеб. Да, заявлено, ну, как бы да, цельнозерновой, но по факту там процентов 20 цельнозерновой муки, скажем, муки второго сорта. Да? Вот когда вы сами купите, ну, скажем, муку второго сорта, да, которая не так обработана, как пшеничная, там хоть есть какая-то клетчатка, вы испечете хлеб, вот этот хлеб еще можно назвать полезным, скажем. Ну да, я не спорю, есть, конечно, магазины, где продают действительно, ну, скажем, ну, это не чаще всего небольшие фабрики делают, а мини и делают вот качественный хлеб, который действительно соответствует и который, как мы видим на диаграммке, не повышает уровень сахара, то есть и имеет высокую питательную ценность. Вот как раз сложные углеводы про это, да, про вот хороший хлеб, про крупы и так далее, и так далее. Пряники, печеньки, все это дело, вот сладкое, мучное, да, все, что из муки первого сорта, и все, и к тому же еще с добавлением в них с добавлением большого количества непосредственно сахара, то, ну, сами понимаете, что мы получаем.
Углеводы обеспечивают наш организм энергией, как я уже сказал. В то же время они могут стать и причиной набора лишнего веса чаще всего. Чаще всего не от жира плохого, да, но от жира тоже, мы говорили, тоже набирается вес. Но чаще всего это переедание, вот как раз излишнее поедание, ну, переедание практически применимо слово. И мы получаем в результате неправильный обмен веществ, все у нас, по сути, регулируется, большая часть процессов гормонами, которые у нас есть. Ну и вот сейчас мы разберем, как все происходит. Сложные углеводы медленнее усваиваются организмом и на дольше обеспечивают чувство сытости. Простые, соответственно, быстро. Повышается общий уровень сахара резко, соответственно, вырабатывается много сразу же для нейтрализации инсулина. Соответственно, дальше, ну, это сейчас написано вот простыми словами, после расщепления оставлять жировые отложения. Да, ну, тут, если по-научному, по-умному, есть еще разные другие промежуточные, да, процессы и запасы гликогена там и так далее в мышцах, да, и все это дело у нас работает. Если мы не потратим, только тогда, да, вот депо, и, соответственно, пожалуйста, мы уже накапливаем постепенно. Если будем, есть общий калорийность, если наша общая калорийность будет выше нашей нормы дневной по активности, да, которую мы будем иметь. То есть, если я буду сейчас есть столько же, сколько я, тренируясь, ем, и потом не буду тренироваться, а буду есть столько же, я стану жирным. Это без вариантов. Потому что я эту энергию, запасенную в виде вот этих простых углеводов и разных других продуктов, я не смогу никуда деть. Вот и все. Это рано или поздно случится. Это все равно замедлит мой обмен веществ. И в результате я потом уже с трудом буду выходить из этого процесса, ускорить обмен веществ. И самое главное, мы его естественным образом ускоряем. Да, это организм сам работает, начинает по-другому. Когда мы, скажем, не исключаем, а заменяем. То есть мы все равно калорийность стараемся придерживать ту, которая необходима. На снижение чуть-чуть дефицит, при наборе чуть-чуть профицит. Если будет слишком много, будет жира много. Если будем слишком урезать по калориям, будет состояние плохое и негативное последствия при снижении веса, складки и так далее. Смотрите далее. Мы если будем, вот про завтрак мы уже говорили, да, начинать день с углеводов, это вот булочки, масло с хлебом, с колбасой, разные пряники с чаем, соответственно, у нас и весь день пройдет э, к тяге к углеводам. Да, вот в этом вот мы и будем жить весь день. Потому что, посмотрите видео еще раз про завтрак, там вот эти вот кривые, да, показаны. И как раз вечером люди переедают по одной из вот этих вот, по одной из вот этой причин, из многих, и вот это в том числе является причиной также, когда мы наедаемся. Да, и как раз наедаться нам хочется не какой-то полезной едой, да, салатик себе сделать. А вот самое элементарное, прянички с печенькой, там чай с кофе или что-то еще, или хлебушек с маслом. Вот, чаще всего у людей. Я не говорю, что именно у вас так, но у большинства людей. Это культура питания, да, нас так научили и нам так привили. И все, никак по-другому. Помните, что избыток, соответственно, вреден. Да, многие люди стараются контролировать, да, сладкое для себя, для детей, а чаще только для себя, для детей почему-то как бы им не надо, да, у них организм пока молодой, пусть растет все, что хочется, пусть и ест, да. На самом деле не так, мы как раз и можем закрепить эти привычки, которые можно как раз искоренить. Дети едят, как правило, то, что есть дома. Да, они не владеют финансами и не смогут купить себе, ну, поскольку нет возможности, то, что они хотят чаще всего. Постарше уже, да, но вот как раз маленькие дети, они едят то, что дома есть. Если дома этого нет, а лучше, чтобы этого было по минимуму, то, соответственно, есть ребенок не будет. То есть, соответственно, привычки такой не будет. Рацион можно сделать сбалансированным, и дальше я покажу, какие варианты есть. И что у нас есть очень интересное на заметку всем. Далее, мы все знаем, что вот сладкое, да, вот это вот не надо, да, но многие не знают, что мучное, вот
альтернатива, да, точнее не альтернатива, а то же самое. Вот картофельное пюре, белый рис, не шлифованный, это как раз полезно. А вот шлифованный белый рис, он как раз таки вот как и мучные изделия, примерно одно и то же. А один и тот же эффект в организме происходит. То же самое вы съели булочку или конфетку. Углеводы, простые углеводы. Я не говорю, что его нельзя есть. Я говорю, что мы то, что будем иметь, да, и еще вдобавок к этому будем иметь вот печеньки, там, сладости и что-то еще. У нас и так это есть. Но еще дополнительно мы будем еще и какие-то продукты есть. Да? Вот это вот нужно понимать и разделять. И картошку можно есть, но не пюре желательно. Лучше запекать или делать, ну, в крайнем случае, вареную. То есть круглую порезали, вареную, вот, понимаете о чем, да, чтобы не разварено, не крахмал вот этот вот, хотя крахмал относится к сложным углеводам. Но парадокс в том, что это как раз в организме работает вот как и с булочками, с пряниками одинаково. Поэтому просто сделайте, как рекомендуется. Про гликемический индекс мы тоже поговорим, и вы увидите на циферках, почему это важно. Те, у кого есть в окружении люди уже больны диабетом, они знают про это, они слышали из разговоров про гликемический индекс, про единицы и так далее, про подсчеты, вот эти вот все. То есть, в принципе, нужно каждому человеку будет разобраться в этой теме и придерживаться этой вот системы, потому что понимание ее, оно, в принципе, спасет от многих проблем в будущем. Поэтому вот эти углеводы, да, мы их едим, но понимаем, зачем мы их едим и когда мы едим. И чаще всего из этого порочного круга так просто, вот так вот, по щелчку не получится выйти. Почему? Как реагирует наш организм на высокий уровень сахара в крови? Организм начинает вырабатывать инсулин для того, чтобы нейтрализовать, понизить до нормы. И далее у нас вот эти вот процессы, да, накопления, вот про гликогены говорил, да, это неплохо, соответственно. Иногда можно, да, если тренировка есть. То есть и некоторые спортсмены и после тренировки, но это спортсмены. То есть они точно знают, зачем нужно, когда относятся к еде как к топливу, скажем так. Ну и в принципе нужно так подходить каждому человеку не ради удовольствия, а как топливо для того, чтобы существовать качественно, зарядиться. Даже некоторые спортсмены мне говорили, мне без разницы, какой там вкус у какой-то там, у какого-то продукта, БАДа там или еще что-то. Хоть оно пусть хоть в каком виде будет. Я, главное, в рот его засуну, водой запью, а там уже все усвоится нормально. То есть у нас, по сути, вкусовой это вот здесь только, в ротовой полости. Дальше организму без разницы. Что гречка, что конфета, да, все это будет одинаково переработано. Но выработка, да, повышение вот общего уровня инсулина, резко точнее, либо не резко, соответственно, вот это уже и влияет, да, гречка у нас была, либо конфетка, то есть крупы с обогащенной клетчаткой, либо, ну или сама клетчатка, либо просто обработанные продукты. Поэтому помните, да, ну и, соответственно, также процесс запускается накопление жира в клетках. Ну и этот порочный круг, он все закрепляется, укрепляется, формируются привычки и все. И потом вот попробуйте, заберите или скажите человеку, это нельзя есть. Да ему без разницы, у него в одно ухо влетает, в другое вылетает. Это нужно сделать так, чтобы на физиологическом уровне ему не хотелось есть. Вот представьте, как человека закодировали от сладкого, да, вот он не ест сладкое, все, ему это не хочется. Но нужно сделать так, чтобы не прибегать никаким шаманством там или каким-то непонятным методом кодирования, да, от каких-то продуктов конкретно. Нужно просто сделать так, чтобы организм контролировал это. Нормальное, адекватное желание и понимание. Я могу это не есть сейчас, я лучше сейчас поем это, или я займусь этим. А если человек не может удержаться, это уже серьезная проблема. Ну, как правило, эти люди уже имеют лишний вес и ну, уже долгое время имеют, и всю жизнь снижают его. Потому что привычки нужно менять. У нас есть варианты, как это сделать. Вот как раз мы занимаемся сбалансированностью рациона и помогаем людям нормализовать свое питание таким образом, чтобы был режим, водный баланс, состав правильной еды был. И постепенно, да, уйдет вот это вот желание съесть много хлеба,
чай попить еще после еды там с чем-нибудь вкусненьким. Ну, даже и можно попить, я вам скажу потом варианты, какие я бы вам предложил. Ничего страшного в этом нет, критичного. Но нужно понимать, что переедание – это плохо. Да? Мы должны понимать, сколько мы сейчас за этот прием съедим еды. Вот так. То есть с учетом всех этих десертов, чаев и так далее. Сколько еще, кроме этого, у нас будет еды? Вот когда мы в голове уже представили, сложили, да, чего-то лучше половинку съесть, чтобы влезло, не переедая чай там с чем-то еще. И вот салат, чтобы вошел. Хлеб оставить на потом, на послезавтра, да. Я тоже порядок потом, дойдем до клетчатки, я расскажу порядок, как я ем, лично рекомендую, чтобы вы также использовали еду. Вот таким образом будет правильно. Чаще всего даже люди неправильно едят. Ну и скорость, опять же. Смотрите, все углеводы рано или поздно в организме превращаются в сахара, моно, там, дисахара, все это неважно по сути. И приводит к выработке инсулина. В любом случае, даже в принципе у нас инсулин вырабатывается, когда еда поступает. Но а, если белковая поступает, то там инсулин, транспортный вообще гормон, да, он, ну, адекватное количество. Когда много, я не знаю, видели вы видео про инсулинорезистентность, но я его отправлю, там комментирует врач, я не буду его пересказывать, но там интересно, там связано с клетками, когда инсулина много и питательные вещества несутся вот в клетку, грубо говоря, они такие стучатся в клетку, а эти инсулиновые рецепторы, они, скажем, их реакция притупляется, потому что много инсулина, и клетка не открывается для того, чтобы питательные вещества запустить. А сигнал подается от клетки в мозг, чтобы, ну, как бы дайте нам энергию, дайте нам питательные вещества, а они есть вот возле ворот стучатся. А поскольку много инсулина, вот, ну, это связь, вот, поэтому возникает инсулинорезистентность, когда мы вроде и наелись, а есть еще охота. То есть еда есть в желудке, но она не поступила в клетки, а есть хочется. И вот эта опасность поедания булочек, печенья, ну, в принципе, переедания, вот как раз ну, уже преддиабет, диабет и так далее. То есть вот эта вот проблема с инсулинорезистентностью, она, ну, у многих людей присутствует, просто неявно выражена, но опять же, мы должны прислушиваться к организму, контролировать и сдавать анализы. Опять же, это тоже немаловажный момент. Поэтому помните, что проблему создать легко. Вот героически преодолевать ее, есть ли смысл? Я не вижу. Поэтому давайте просто для того, чтобы понимание было, вот в булочках, да, 4 столовых ложки сахара, в печеньках на 100 грамм, да, понимаете. Есть еще видео, где один человек на примере показывал, ну, правда, на американский рынок показывал. Вот в банку он насыпал сахара и в виде продуктов, сколько человек съедает в день. Ну и получилось там очень много сахара в 3-литровой банке. То есть вот ну да, в разном виде, но опять же это объем, который показывает, сколько углеводов поступило относительно белков. Сколько белков человек съел, БЖУ, белки, жиры, углеводы, да, не УЖБ, да, и не ЖБУ, вот, а белки, жиры, углеводы, БЖУ. Белки должны быть в достатке, жиры и потом углеводы, потом углеводы. Да? Нужно понимать, что это не основное, то есть важно, чтобы нормализация всего была, белок – это основа. Если не есть достаточное количество для своего организма белка, а если вы еще не знаете, сколько вообще нужно спросить, посчитать, нужно выйти на эту норму. Я уверен, что когда вы достигнете плюс-минус даже 80-90% от своей нормы, у вас контроль аппетита появится, желание будет нормализованы, не будет тянуть ко всякому, ну и, соответственно, будете прекрасно себя чувствовать. Вот это вот важно. Далее, смотрите, сложные углеводы. Мы уже разобрались, медленно повышает. Все овощи, грубо говоря, в сыром виде, да, очень важно. Про гликемический индекс мы тоже дойдем, это важно, потому что свойства меняются в вареном и сыром виде. Индекс увеличивается при приготовленном состоянии. Бобовые, да, 1 столовая ложка, там есть тоже углеводы. Многие читали состав, да, этикетку. Если не читали еще, читайте обязательно. Про это, кстати, у нас тоже будет один из уроков, про то, как ходить в магазин, как читать этикетки правильно, на что обращать внимание, про вот эти все поговорим и так далее. Про фруктики.
Фруктики тоже коварны и имеют гликемический индекс. Кто-то сидит на фруктиках и не понимает, почему вес не уходит. Вроде и пряники, и мучное, и все остальное я убрал, а почему-то не получается. Вот как раз не получается, потому. Ну, ягоды. Ягоды, в принципе, почти все имеют адекватное количество углеводов и большее количество клетчатки. Есть альтернатива. Всегда есть альтернатива, всему есть альтернатива. В принципе, любителям сладкого, мучного посвящается, как говорится. Да, все зависимы, всегда мы можем найти варианты предложить, заменить и использовать. Смотрите, есть у нас чат, наше изобретение. Я думаю, всем видно, да? Вот называется он вот так. Далее я покажу, ну, в принципе, слайд, он вот это все то же самое. Ссылка будет отправлена в группу, можете зайти посмотреть. Можно зайти посмотреть, видите, да, куда я нажал? На название нажал и перешел, вот, допустим, в медиа, фотографии, вот, фотографии. И смотрю, листаю то, что мне глазу упало, я нажимаю правой кнопкой, да, или это просто, когда вы нажмете на смартфоне, глазок такой тоже будет, перейти к сообщению. Вот я перешел к сообщению, вижу тортик. И смотрим, здесь есть рецепт, и из чего крем сделан, да, все вот это вот с большей вероятностью имеет низкий гликемический индекс, но максимум средний. То есть эти продукты полезны. Они сделаны из сбалансированных продуктов компании Herbalife Nutrition. Берите на любой вкус, рецепт и делайте точно так же по рецепту, как и показано. Здесь можно все сделать. И пиццу, и не пиццу, и конфеты, и не конфеты. Но здесь очень много. Посмотрите, есть поиск. Вот поиск, да, пишем конфеты. Конфеты, вот так. И здесь очень много всяких разных конфеты, не конфеты, то, что похоже на конфеты. Все это здесь есть. Поиск рулит. Поэтому не останавливаемся, едем дальше. Кому надо, зайдете, посмотрите. Это очень полезный канал, где есть альтернатива. В принципе, всему то, что мы можем приготовить вот, или купить в магазине полуфабрикаты, здесь можно сделать без особых усилий. То есть вот муки там, как правило, нет вообще никакой. Там используется формула 1 вечерний. Это протеиновый коктейль. Да, мука может быть углеводная, а может быть белковая. И вот эти все десерты, они белковые, скажем так, большей части. То есть их калорийность максимально питательна. То есть вот нужно понимать, не просто много калорий, а еще и высокая питательная ценность. Много витаминов, много белков, много клетчатки. Там люди делают рецепты, которые, так же как и я, владеют информацией по питанию, как это делается, как вообще желательно строить рацион. И это, ну, чаще всего это десерты, да, но есть повседневная еда также. Но мы разделяем десерты и основное питание. Нужно понимать. Основное питание как раз мы с вами и настраиваем. Гликемический индекс. Что это такое? ГИ. Многие слышали ГИ. К сожалению, люди у нас еще пока производители не пишут на упаковках продуктов гликемический индекс. Хорошо это или плохо, не знаю. Но опять же, гликемический индекс, его нужно понимать, но мы должны понимать еще, когда мы съели несколько продуктов с разным гликемическим индексом, с высоким, это плохо, да, средним, низким, это более-менее прекрасно, да, и мы смешали их все. И что у нас получилось в итоге? Какой? Средний, да? Да, действительно, он и средний и будет. Если, смотрите, если я съел белка, допустим, 2 яйца, ложку салата и конфетку, да, вот таким образом, лайфхак вам только что сказал, мы можем сделать так, чтобы вот как раз не запустились негативные процессы в организме, жирообразование и так далее, изменения гормонального фона, потому что у нас большая часть это клетчатка и белок. Ну, скажем, вот конфетка, она потеряется в этом полезном составе и не произойдет резкого увеличения. Но если же мы на перекус, когда у нас желудок пустой, ничего у нас нет, на перекус съедаем печеньки, конфетки, там еще что-то, все.
У нас, соответственно, то, что мы вначале обсуждали, повышается интенсивно уровень сахара, потому что мы съели углеводы простые, и инсулин вырабатывается, ну и, соответственно, все это запускается. И если это один раз было бы, да, но это же регулярно происходит. Самое плохое – это то, что мы регулярно это делаем. И регулярность, вот как раз плохая, она и приводит к укреплению, изменению, зафиксированию, как хотите назовите, вот этих вот негативных моментов, которые нам не нужны. Гликемический индекс определяет, в какой мере то или иной продукт вызывает повышение сахара. Ну, по сути, скорость, все. То есть мы вызываем инсулиновую реакцию, и, соответственно, какой-то продукт быстрее вызовет, какой-то медленнее. Ну, это к углеводам чаще относится, потому что белки, по сути, это ноль гликемический индекс, по сути. А за 100 принято сахар. Поэтому нужно понимать, избегаем продуктов с высоким гликемическим индексом. То есть и низкой питательной ценностью. У нас, кстати, есть таблица, я файл скину в группу, где прям градация, какая питательная ценность, какой гликемический индекс, и желательно просто для себя выписать. Когда мы выпишем, мы уже будем смотреть, иногда даже это полезно, потому что мы маленько в сторону отойдем от своего привычного рациона, потому что у каждого он свой, в моей семье свой, у вас свой, ну, чаще, что вы готовили, да, вот, допустим, мы не едим какие-то продукты, а вы не едите те, которые мы едим, да, то есть, ну, вот у вас свое, еще раз, у меня свое. И вот вы увидите то, что можно приготовить, ага, вспомнили где-то, да, раньше готовила, мне это нравилось, или давайте попробуем рецепт такой, есть такой. Смотрите, есть циферки. Гликемический индекс высокий, как правило, у простых углеводов, ну и также у фруктов, у некоторых. А низкий у сложных, у медленных. Но опять же, сложные, медленные, они то же самое имеют, одну и ту же функцию, просто называется по-разному. Ну, кто-то использует аббревиатуру быстрые, медленно, кто-то низкий, да, и сложный. То есть, понимаете, циферки низкие, это 50 до 55, грубо говоря, от 55 до 70 это средний, и, соответственно, от 55 до 70, и от 70 до 75 и выше, это уже считается высокий индекс. Все. Просто запомните. Но, как правило, они уже отсортированы цветом, в таблицах все это подписано. Их можно скачать в интернете, их много разных. Но иногда бывает в одной таблице одно написано, в другой другое, да, и кому верить. Вот которые таблички я вам скину, вот желательно им верить, а остальным доверять. Проверяя, доверяйте. Далее, мы просто посмотрим на несколько моментов. Да, вот сдобный хлеб 95, вот которые все батоны покупаете, там булочки, вот 95. Это уже э, к 100 приближаешь, это все уже не стоит так есть, да. Печеный жареный картофель, ну, имеется в виду жареный, скорее всего, 95, белый рис 90 шлифован, да, белый рис еще бывает не шлифованный, это уже другой гликемический индекс. Мюсли, вот который хлопья, да, 80, тыква 75, лапша 70, сладкая газировка 70, ну, чаще всего, да, молочный шоколад 70. Продукты со средним: черный хлеб, вареный картофель, изюм, свекла, банан, дыня, макароны, спагетти, киви. Ну, и имеется в виду правильные спагетти, полезные спагетти, да, из муки второго сорта. Ну, чаще сейчас все, в принципе, пишут, да, из твердых сортов пшеницы. Ну, по сути, это ничего многим людям не говорит. Это даже это может быть и не так. И смотреть еще нужно на состав. И вот иногда пишут клетчатка. Если есть, да, значит зерно, ну, соответственно, второй сорт муки или даже еще третий какой-то там есть. Вот он как раз более подходящий будет. Соответственно, у нас спагетти те же самые будут более правильные. Но есть еще один лайфхак по спагеттям. Вот есть такой момент, как способ приготовления. Если вы даже не знаете, какой там гликемический индекс, или из твердых, или не из твердых, или фиг знает из каких сортов они приготовлены, муки, да, пшеницы, сделайте вариант приготовления аль денте. И все.
без проблем. Вы уже можете таким образом решить этот вопрос с этими спагетти. Далее, киви, хурма, ну, уже посмотрели на слайде, да, бурый рис 50. Средний гликемический индекс. Еще раз посмотрели, до 55, 50 и ниже. Поэтому смотрите, перечислять я дальше не буду, да, здесь еще много всяких разных, можете посмотреть, но лучше посмотреть потом в таблицу уже осознанно посмотреть какие-то продукты, ну, вообще желательно не использовать, а какие-то желательно подключить, потому что чаще всего вот мы и мимо проходим непонятно, да, почему, но почему-то берем иногда не те, которые нужно. Низкий гликемический индекс, как я уже говорил, вот ягоды все, там вишня, малина, баклажан, да, вот это овощи, цветная капуста, ну, вот эти все огурец, салат там и так далее, ну, уже, естественно, понятно, это уже не относится, в принципе, к углеводам в явном виде, но какой-то индекс у них все-таки есть. Смотрите, выбираем что? Чувство голода. Да? Контролируем, либо не контролируем. Идем по правой, по оранжевой. Выбор продуктов, содержащих простые углеводы. Далее у нас высокая инсулиновая реакция. Далее излишки сахара превращаются в жир. Далее набор веса и плохое самочувствие. А если идем по левой колоночке зеленой, выбор продуктов, содержащих сложные углеводы, низкая инсулиновая реакция. Организм мобилизирует сахар, энергия из собственного жира. Все, поехали. Снижение веса и хорошее самочувствие. Есть у нас вот такой продукт, называется желтые таблетки. Все ингредиенты растительного происхождения. Поэтому биодоступность их очень высокая. Хром помогает снижать потребность в сладком и помогает контролировать чувство голода. И вот как раз вот то, что здесь написано горциния камбоджийская, это растение такое, это богатый источник гидроксилимонной кислоты, которая помогает контролировать аппетит и стимулирует процесс сжигания жиров. Это комплексная добавка. Знаете, такой момент есть, когда мы едим много сладкого, у нас в организме становится мало хрома. Вот такой вот порочный круг. Соответственно, хром должен поступать извне. То есть, ну, еще и плюс усваиваться. Если он будет усваиваться еще с белком, это, ну, одновременно поступать в организм, то точно будет прекрасно работать. Поэтому, если вам актуальна тема нормализовать тягу, у вас ненормальная тяга, у вас, ну, в принципе, это функциональный продукт, более подробно, конечно, мы его разбираем на других вебинарах, но, опять же, в комплексе нужно посмотреть вообще, в принципе, на ваш рацион, начать с белка и дополнение можно подключить этот продукт. Ну, он пробивается как бы курсом. То есть, ну, вот месяц попили, потом отпала необходимость, потом возникла, опять попили. То есть мы используем с умом, скажем так, все продукты. Есть протеиновый коктейль, который помогает также в нормализации. И, соответственно, поливитамины, опять же. Ну, я, в принципе, искренне рекомендую каждому человеку этот продукт хотя бы ну, несколько раз в год использовать. Это очень, очень важный продукт, много о нем могу говорить, но не в этот раз. Далее, клетчатка и пищеварение. Что это дает? Это дает и контроль аппетита, и контроль веса. Про клетчатку и пищеварение. Эти две темы связаны, потому что пищевые волокна – это очень важная часть нашего рациона, без которой, ну, в принципе, ну, если мы все бы обработанное ели, ну, была бы беда. Вот раньше так было. Сейчас более-менее заговорили о пищевых волокнах, о клетчатке, ну, и стараются этой теме тоже уделять много внимания. Это, часть, скажем, фруктов, овощей, злаков, да, то есть это, а, этот состав, он не переваривается полностью, да, ну, часть есть растворимая, есть нерастворимая клетчатка, если мы в целом будем говорить о двух видах, да, часть не переваривается, часть переваривается. И также работает в разных, скажем, отделах кишечника по-своему. И сейчас мы поговорим, и зачем она нужна. Диетологи ставят ее в один ряд с жирами и углеводами, ну, белками, жирами и углеводами. Это очень важно, нужно понимать.
От нее зависит, как мы будем себя чувствовать, в принципе, какое у нас будет комфортное состояние в системе пищеварения, как будет усваиваться еда. И мы должны в рационе иметь и растворимую клетчатку, и нерастворимую клетчатку. Чаще всего у людей нерастворимая клетчатка в магазине увидели, банку с отрубями купили. Вот, типа это решит их вопрос. Чаще всего отчасти, да. Растворимая клетчатка впитывает воду, увеличиваясь в объеме, оказывает благотворное воздействие на уровень общего сахара в крови. Также, да, помните лайфхак, вначале я говорил с конфеткой, да, и там яйцо или какой-то другой белок и салатик. И помогает контролировать уровень холестерина. Нерастворимое проходит пищеварительный тракт почти транзитом, не меняясь, стимулирует работу кишечника, тем самым помогает выводить из организма все негативные нюансы, остатки пищи, токсины и так далее. Неотъемлемая часть рациона. Запомнили. Клетчатка выполняет очень большой ряд функций, которые нам нужны. Когда она проходит через кишечник, впитывает, выводит токсины, я уже говорил, тем самым помогает организму полностью перерабатывать и вот этот цикл полностью завершать. Про туалет мы, кстати, тоже поговорим, я два слова скажу, как важно, потому что есть нюансы, очень много нюансов. Клетчатка – своеобразная еда для кишечных бактерий. Да, действительно, и нерастворимая, и растворимая. Вот как раз растворимая клетчатка – это вот в отделах тонкого кишечника, а нерастворимая в толстом кишечнике является средой питания, питательным веществом, грубо говоря, для той микрофлоры, которая там живет. И тем самым она, соответственно, мы когда создаем благоприятный фон, микробиоту вот эту, которая у нас здесь есть, да, плохую убираем, хорошую заселяем, да, и вот как раз, чтобы они существовали в определенном количестве, клетчатка нужна. Клетчатки не будет, будет смещение в сторону негативной флоры, поэтому нужно об этом помнить. И чаще всего запущенные ситуации, когда люди не ходят подолгу в туалет, это там раз в 2 дня, раз в 3 дня или раз в неделю, это уже печальный случай. Но здесь нужно начинать весь процесс с улучшения работы системы усвоения, выведения. Вот это важно. Это иммунитет, опять же. Помните, что 80% иммунных клеток в кишечнике, условно принимают оттуда, как бы идет иммунитет, да. Это вот все то, что, в принципе, помогает организму работать, да, вот вся вот эта вот клетчатка, бактерии, в принципе, если убрать что-то одно, я не знаю, как это будет работать. Наверное, это подстроиться каким-то образом куда-то, да, но, опять же, мы будем испытывать какие-то проблемы в любом случае. Не зря это вот уже исследования, и это уже вот доказано, что именно вот так лучше. Можно, конечно, и сказать, я как бы и без этого обхожусь, без проблем, но вот так лучше. Можете обходиться хоть как, можете не есть вообще, если вам это так нравится и вы себя хорошо чувствуете, но так лучше, так доказали, что лучше, выяснили, исследовали, и все необходимые задокументировали сведения, да, и уже никто не опровергает эти моменты, поэтому важно. Также контроль аппетита, как я уже сказал, то есть мы имеем дольше насыщения, клетчатка, она объем создает. Помогает также людям нормализовать, уменьшить объем желудка. Да, он естественным образом, без всяких операций, может уменьшиться за 4 плюс-минус недели. Если нормализовать правильно свой рацион, режим, он уменьшится. Естественным образом. Растянутый уменьшиться может. И также помогает снизить уровень сахара и холестерина в крови. Вот тоже важный момент, но почему-то об этом мы не забываем. Для снижения веса, что это такое? В принципе, это для нормализации. Когда мы нормализуем, да, все делаем так, как нужно, у нас и водный баланс нормализуется, соответственно,
мы этим самым клетчатка, да, мы потребляем клетчатку, мы создаем объем, соответственно, еды негативной, какой-то плохой меньше съедаем. Ну и, соответственно, калории эти негативные у нас не поступают. Ну и мы чувствуем насыщение, и надолго этого времени хватает. Ну и в пищевых продуктах относительно других нутриентов почти нет калорий. Да, там есть, конечно, если много за раз съедать, то, ну, если покупаете где-то клетчатку, вы смотрите, сколько калорий там приходится на какой-то объем, на вес и так далее. Но на усвоение клетчатки требуется больше энергии. Калорий-то там мало, а энергии требуется много, чтобы она каким-то образом усвоилась, поработала в организме. Поэтому ее переработка, да, в принципе, приравнивается к 20-минутной пробежке, если вы съедаете достаточное количество. Какое достаточного количества? Вот смотрите, вообще содержатся пищевые волокна во все, в орехах, семечках, бобовых, яблоках, грушах, ну, в ягодах, цельнозерновом хлебе, пшеничных отрубях, вот как раз в отруби вот чаще всего в магазине видите. Ну и овощи, да, чаще всего практически все овощи, но в каких-то больше, в каких-то меньше. Норма есть среднее значение для каждого человека 30 грамм клетчатки. Это 22 порции салата или 1,7 килограмм яблок, или килограмм груш, или 500 грамм цельнозернового хлеба. Но вы не думайте, что вот там 22 порции салата, да? Я никогда в жизни столько не съем. Мы клетчатку получаем из разных блюд в течение дня. Вот, допустим, у меня есть коктейль протеиновый, там 5 грамм клетчатки, протеиновый батончик я съел, еще 5 грамм клетчатки, уже 10 получилось. Салат, 2 яблока, там уже 15-20, гречки поел, уже там 25, условно, я примерно на глаз считаю. И там еще что-то съел, семечки, допустим, поел, или орешки поел, или цельнозерновой хлеб съел. Вот в целом у меня за день набралось. Но если у вас не будет в вашем рационе место, куда мы впихнем эту клетчатку, соответственно, вы ее даже и половину не съедите, а будете есть другие какие-то продукты, которые не богаты клетчаткой. Поэтому нужно понимать, что нужно добавлять, стараться добавлять в каждый прием пищи. Золотое правило: в каждом приеме пищи мы ищем белок и клетчатку. Вот тогда нам будет хорошо. Как добавить в свой рацион? Ешьте фрукты с кожицей. Ну, мы же не про банан сейчас, да, вот, то есть условно про яблоко. Не стоит обрезать кожуру, да, и в тех, где она предусмотрена, съедобная, мы желательно и едим, потому что это важно. Это, соответственно, будет приятно, благоприятно влиять. Если мы хотели бы приготовить напиток, соки выжать, тогда мы смузи делаем, то есть измельчаем продукт полностью вместе с этой клетчаткой. Тоже будет хороший момент. Овощи добавляем в каждый из основных приемов пищи. Завтрак, обед, ужин. Ну и на перекусы, опять же, почему нет? Альтернатива есть всегда. Есть протеиновый батончик, который всегда может выручить, злаковый и так далее. О них я чуть позже расскажу, какие у нас варианты есть. Помните, что в белой муке нет ни грамма клетчатки. Все, она осталась в низших слоях зерен, от которых их очищают в процессе обработки. И поэтому нужно максимально убрать эту выпечку, а вместо нее дать другую выпечку. Понимаете, если вы любитель выпечки, одну выпечку убираем, другую подключаем. Рецептов миллиард, я вам показал уже, там действительно очень много. На вкус и цвет все есть, вот бери и применяй. Конечно, проще пойти купить там тортик, булочку, печеньку, чебурек, там еще что-то там, ну, условно говорю, чем заморачиваться. Но вы помните, что лучше заморочиться сейчас, чем потом заморочиться с поиском нужных таблеток, которые выпишет нам доктор, да, вот это очень сложно бывает найти, и еще и вылезет, что мы аж приятно удивимся, да, в кавычках. Поэтому заменяем банально. Здесь мы уже заменяем белый рис коричневым, бурым, черным, как его только не называют, он разный есть, красный и так далее. Это сложные углеводы. Ячмень, проса, прос. Ну, в общем, разберетесь, да, фасоль, чечевицу и другими неочищенными зернами. Все подходит. У консультанта более подробно спросите, какие источники сложных углеводов есть. В марафоне также мы разбираем этот вопрос. Там либо от консультанта идет информация, либо
другая информация, либо бот присылает. Смотрим, читаем. И также добавляем продукты сбалансированного питания, которые богаты клетчаткой, овсяно-яблочный напиток и другие продукты. Сейчас я вам покажу. Смотрите, есть у нас комплекс пищевых волокон, который содержит и часть растворимых, и часть нерастворимых пищевых волокон. Понимаете, да? Растворимые и нерастворимые в одном месте. Также это поддержка естественного очищения и формирование, как я уже сказал, полезной микрофлоры. 17% суточной потребности организма в клетчатке в одной порции уже здесь есть. То есть 5 грамм клетчатки вы уже получаете здесь. Все. И приятный вкус, и можно добавить выпечку, и сделать выпечку более богатой по питательной части. Можно добавить в протеиновый коктейль, можно просто как сок выпить. То есть почему нет? Используйте разные варианты. Можно даже купить йогурт какой-нибудь термостатный и сделать вот такой, не какой-то там купить, знаете, йогурт со злаками, да, это будет не то пальто. Вот более то, что рекомендует научное сообщество, которое разработало этот комплекс. Не зря он так называется, и не зря он так работает эффективно. Есть еще другие продукты. Бета-хард, Гринмакс и вот батончики протеиновые я говорил. Ну, коротко, бета-хард это вообще, в принципе, для нормализации общего холестерина в крови. То есть то, что вот проблема чаще всего есть у современного человека, высокий уровень холестерина вследствие неправильного питания, не сбалансированного далеко даже, а просто неправильного питания. Здесь не овес, а здесь, здесь специальный ингредиент, еще зафиксировали разработку эту. Здесь компонент, который называется бета-глюканы. То есть это выделенная из овсянки, скажем, вот полезность, самое то, что работает вот в организме, да. Овсянки вы столько не съедите, сколько нужно. И еще, если съедите, второй момент, вы съедите много калорий лишних. Это тоже стоит помнить. Вот. Ну и в принципе овсянку много все равно не съешь. И далее есть вот Green Max такой продукт, который и я называю суперфуды. Ну, в принципе, он и есть, так как и есть суперфуды. То есть это формула 14 растительных компонентов в одном продукте. Здесь есть все, ну, в принципе, все, что нужно. Здесь и шпинат, кейл, брокколи, ростки пшеницы, ячмень, хлорелла, то есть это водоросли, спирулина, да, имбирь. То есть, кстати, вот кто-то вот водоросли там покупает, ест, да, отдельные продукты, тут даже БАДы какие-то заказывают. Здесь все есть в нужном количестве, необходимом для усвоения. Имбирь, куркума, семена льна, овсяные пищевые волокна, яблочные пищевые волокна, банановый порошок, экстракт календулы. То есть этот продукт, ну, альтернативу я такой еще ни в каком бренде не встречал. На рынке вот этот продукт Green Max Superfood один из лучших. Ну и батончик Формула-1 Экспресс, который я говорил, белок, клетчатка в одном месте. Одна порция заменяет полностью протеиновый коктейль Формула-1 Herbalife Nutrition и равносилен обеду, полноценному обеду по составу. Здесь 25 грамм витаминов, минералов, белок, клетчатка, ну и как следствие насыщение, контроль аппетита, закрываем норму по белку, одновременно по клетчатке. И вот она вам, сладкое, кто любит, да, можно дольками порезать, пожалуйста, как конфеты, но это полезные конфеты, приятные, полезные послевкусие. Ну вот коротко так, спасибо за внимание, спасибо за понимание, да, как говорится. Будете вы ли применять, ну это уже на ваше усмотрение, а мы будем стараться менять и разбираться в этих темах более широко. Поэтому подключайтесь в наши проекты, будьте на связи и задавайте вопросы в чате, обязательно обсудим. Ну а на сегодня все, я думаю, достаточно. Все, всем спасибо, кто присутствовал.